Всем привет, меня зовут Дмитрий Белоусов, нахожусь на фабрике по производству автомобильных дворников. И в этом ролике вы сможете подробно узнать про то, как это производится в Китае, какие есть нюансы закупки данного товара из Китая. Так, ну что, давайте начнем с образцов и с небольшого шоурума данной фабрики по производству дворников. Сначала давайте, я так думаю, что этот ролик будет интересен в первую очередь тем людям, которые уже занимаются автозапчастями или дворниками. Мы это еще проговорим, так как у нас на английском языке. Значит, какие у нас такие дворники? Это у нас бескаркасные, если называются, насколько я знаю, плоские, универсальные дворники. Это вот дворники, которые написано ОИ, это специального типа, которые могут делать под такой конкретно автомобиль, чтобы он прилегал лучше, чем универсальный дворник. Но такие заказывают мало. Это в основном кто-то какими-то конкретно занимается автомобилем. Дальше, бескаркасный, это уже не универсальный, а такой дворник, который может садиться большое количество замков. Вот эти замки. Не знаю, насколько это для нашего рынка применимо, но мне понравилось, интересно. В принципе, это все знают, что большинство, вот примерно, наверное, 90% это стандартные замочки, но поскольку они бывают другие, можно докупать и другие, чтобы люди с редкими замочками могли тоже себе это посоединять. То есть выглядит это вот так вот отсоединяется этот замочек, и сюда уже может присоединяться любой замочек. Естественно, что на этой же фабрике эти замочки надо покупать. То есть такое себе тоже интересное решение для редких. Если, допустим, в каком-то регионе продаете, где много редких автомобилей, там, не так, как привозили откуда-то из-за границы, тоже будет подходить. То есть это у нас вот бескаркасные. Вот. И дальше у нас идут каркасные, стандартные. Это на всякий случай для тех, кто может только собирается и заниматься, показываем вот так вот выглядит. То есть здесь металлическая рама и вставляется такая вот длинная щетка с металлической пластиной. И дальше каркасные специального типа. Вот эти. Это у нас, насколько я понимаю, зимнего типа дворники, которые просто более широкие, подходят для тех стран и тех мест, где большое количество снега. Где у меня был пример, покажите, попозже унеси. То есть они более широкие, как вы видите, даже на картинке, и они просто берут и собирают намного больше снега. Дальше. Дворники, которые подходят для автобусов и для грузовиков, но точнее, это довольно большие, вот, например, как этот, и они более дорогие, ну, в несколько раз дороже. Так, цветные, понятно, мало кто будет покупать, но тем не менее. Задние дворники, вот эти самые адаптеры, замочки, которые тут куча разнообразных, и упаковка. Давайте пройдемся по упаковке. Значит, какая есть упаковка? Конкретно на этой фабрике, я думаю, что, скорее всего, на других фабриках плюс-минус так. Начнем с самой дорогой. То есть вот эта упаковка из TVC, вот такая упаковка стоит примерно около 1 юаня. И если вы собираетесь сделать товар по своим логотипам, такой упаковки, если в наличии не будет, надо будет ее производить, и, в принципе, даже это стандарт. А нет, вот конкретно на этой фабрике это упаковка стандарт. Но она будет самая дорогая из всех, которые есть, вот она стоит примерно около 1 юаня за одну тысячу. Надо вам это или нет, ну, если вы будете продавать товар подороже, тогда, наверное, если вы не будете продавать товар более дорогой, ну, тогда и это не надо. Дальше, следующая тоже PVC упаковка, но такая попроще. Вот. Такая упаковочка вот эта вот стоит примерно около 0,7 от юаня. То есть все я говорю в юане, потому что курс доллара с юанем может меняться, а в юаневой цена, скорее всего, будет плюс-минус оставаться такая же. 0,7 юаней, если в тот момент делим на 7, 0,1 долларов, то есть 10 камней. Дальше вот такая упаковка.
Ну, как мне сказали, в наших странах она меньше используется, в основном используется в Индии или еще где-то. Вот, стоит 0,6 юаней. И дальше обычная картонная упаковка стоит примерно 0,5 юаней. То есть разница, в принципе, небольшая, но поскольку сам по себе товар недорогой, то даже вот эти вот там 0,1-0,2 юаня могут играть вещи. Давайте пройдем, посмотрим образцы. Вот, что касается самой фабрики, вы можете посмотреть, как называется фабрика. Пожалуйста, я вот в данном случае особо что-то не скрываю, потому что это не фабрика, с которой мы работаем с каким-то нашим клиентом. Это фабрика, которая просто мне очень понравилась, и я здесь был в этих краях, и я решил с ними завязать отношения, чтобы и в данном товаре разобраться, и предлагать и товар, либо, если кому-то надо будет, то искать какой-то подобный товар. Так, мы приехали на фабрику. Вот такое вот здание производственное. Сразу скажу, я заметил, что в нем несколько разнообразных фабрик. Это нормально. Нормально, потому что строят вот эти вот производственные, как они называются, районы, сдают в аренду. Аренда, надо сказать, если ты находишься в более-менее нормальном городе, даже на его окраине, немалая. То есть для большой фабрики, ну, как действительно большой фабрики на там, 100 человек, аренда может быть 50 тысяч долларов в месяц. То есть довольно много. Поэтому часто их переносят, ну как часто, там, раз, может, 5 лет и так далее, переносят куда-то дальше. Потому что Китай расстраивается, те территории, которые были раньше окраиной города, туда проводят метро, они стают более цивилизованными, там начинают жить люди, там появляются офисы, и производство выносят куда-то еще дальше. Естественно, аренда поднимается и так далее. Вот. Нормально ли то, что мы из офиса приехали на фабрику, какие-то разные локации? Ну, как сказать, в каких-то случаях нормально, в каких-то случаях нет. Во-первых, в принципе, есть торговые компании и фабрики. И то полезно. Торговые компании, если очень коротко, полезны в том случае, если вы набираете большой ассортимент и каждой единицы товара немного берете. Фабрики полезны в том случае, если вы берете что-то вот однотипное, однородное в большом количестве. Данная компания, скорее всего, фабрика, потому что они производят узкоспециализированно только дворники. То есть им смысла нету быть торговой компанией, иначе они слишком узко бы торговали. То есть ввиду того, что у них только дворники, это, скорее всего, фабрика. Чтобы это точно понять, надо сверить название их компании в интернете, на офисе, на фабрике и на производственном месте, так сказать, уже. Посмотреть, что это тут все везде одинаково. Вот. Давайте пойдем дальше. Дальше у нас, как мне уже показали, есть склад и производство пластиковых адаптеров. Ну, склад это просто. На складе мы всегда можем увидеть, из какого материала производится товар. Если вы достаточно специализированы, чтобы разбираться в видах пластика и в том, какой пластик вам нужен под ваш товар, то, пожалуйста, можно отправлять человека, там, проверяющего на склад и проверять закупаемые товары. Это, кстати, один из видов проверок. Проверка товара, материала перед производством. Тоже в некоторых видах производства, в некоторых видах товаров применяется для того, чтобы удостовериться, что товар производится из необходимых материалов, потому что потом это уже поменять нельзя. Как мне сказала эта фабрика, в Китае, в принципе, есть 3 региона, где производятся дворники. Первый, это вот в городе Нинбо, где я сейчас нахожусь. Нинбо, второй по грузопотоку порт в Китае. И, если не ошибаюсь, 6-й по грузопотоку порт в мире. То есть много чего мы отправляем. Если это отправляется морем, контейнером, идет в Нинбо. То есть порт очень популярный. Город, ну, относительно большой. Наверное, 5 миллионов человек. То есть довольно большой. Вот. И здесь, в Нинбо, а дальше провинция Гуандун, там производятся дворники качества получше. Есть еще провинция Хэбэй. Это та провинция, которая окружает город Пекин. Пекин в Китае по административному значению выделен в отдельную административную единицу. И вот в Хэбэе там производят много чего-то дешевого. На удивление, там есть и швейка,
там могут пошить вам дешевле, чем в Гуандуне. Хуже по качеству, но дешевле. Вот. Там производят и дворники, тоже хуже по качеству, но дешевле. Надо понимать, в Китае есть такая пословица, может, вы ее где-то уже слышали, довольно популярная. Ифэнчен, ифэнхуо. Означает, на 1 копейку денег вы получаете, ну, однокопеечный товар. Что, ну, более простым языком можно сказать, что в Китае качество привязано к цене. То есть, если вы покупаете, то есть маржинальность у всех, ну, какая-то там плюс-минус одинаковая, там, не заоблачная. Потому что люди производят в состоянии высокой конкуренции. То же самое относительно маржинальности. Не могут фабрики себе позволить делать слишком большую маржу. Потому что другие будут продавать больше из-за того, что они смогут демпинговать. Поэтому, если вы видите товар, который сильно отличается по цене, он отличается на 99% потому, что у него хуже качество. Я говорю про кардинальное отличие. Отличие не на там, 5-10%, когда товар по цене отличается там, на 50% или в несколько раз. Здесь дворники в основном стоят что-то где-то от $0,50 и выше. В провинции Хэбэй производятся более дешевые дворники, которые просто идут в те страны, где очень жарко, где резина на дворниках лопается и рассыхается, будет она классная или не классная, и где их так или иначе надо менять несколько раз в год. Поэтому там производят дешевые дворники, потому что ты, когда ты их меняешь несколько раз, ну, тебе без разницы, они хорошие или плохие. То есть понятно, зачем это. Для определенных стран более подходит дешевый товар, потому что он по погодным условиям просто быстрее выходит из строя. Поэтому можно найти в провинции Хэбэй дворники, там, не знаю, за 1 юань, за 1,5, за 2 юаня. Здесь дворники будут где-то там 4 юаня плюс-минус и так далее. Я говорю такую начальную цену за дворники, которые бескаркасные. Вот, это надо себе понимать. То есть в Китае есть кластерное производство, и оно распределяться может по провинциям, там, в зависимости от наличия материала, близости к инфраструктуре, близости к производству или еще чему-то. Почему здесь более высокая цена? Потому что они производят товар из материалов, потому что они производят товар из материалов, которые лучше по качеству. То есть пластик есть первичный и есть переработанный. Вот они производят из первичного пластика. В Хэбэе, чтобы понизить себестоимость, производят из переработанного пластика. Откуда берется переработанный пластик? Это вот бутылки собирают, еще что-то. Например, смотрите, вот есть машина. Эта машина автоматическим образом производит замки для дворников. Вот эти вот адаптеры, которых вот тут у нас целая куча. Вот это оно производит. У них есть матрица. Такая металлическая фигня, куб, который я вам большое количество раз показывал. Вот. В этот куб вставляется, ну, обычно там, если изделие небольшое, то сразу оно в каком-то количестве производится, там, 1, 2, там, не знаю, 4, 6, 8, 10, 20. Вот здесь, видите, выпало 4 штучки. То есть, вот это у нас вот эта отработка, так скажем. То есть, вот эта отработка, ее уже можно отправить на вторичное преобразование пластика. Так скажем. Вот это будет, из вот этой отработки уже будет вторичный пластик. А пока он произведено из первичного. К сожалению, не избежать вот этой вот отработки. Вот, видно 4 места, где крепится само изделие. Потом человек просто подходит и собирает изделие и отработку по отдельности. А пока оно просто выплавляется, выпадает сюда. И смотрите, какое количество отработки. То есть вот отработка, да? Вот отработка, вон отработка. То есть вот это большое количество отработки, которое другие фабрики берут, это переработано и производят дешевле. Ну, вот так вот примерно понятно. Вот наш материал. Кто не видел, он в гранулах вот таких определенных. Засыпается вот сюда. Видите, вон окошечко там видно засыпано. И отсюда берется с определенным количеством. Вот там температура указана и так далее. Теперь посмотрим, как это все собирается. На самом деле довольно просто.
Просто в мешочках приносят разные вот эти вот детали, которые входят в состав дворника. Значит, я узнал, что они самостоятельно производят металлические запчасти, пластиковые запчасти, но резиночки отдельно закупают. Поэтому вот эти вот штучки, резиночки. Вот металлическая направляющая. Вот. На другой фабрике, сейчас мы поедем, они производят эти металлические направляющие. Вот пластиковая, это резинка у нас, это резинка. Вот пластиковая составляющая. И человек берет в зависимости от того, сколько у них заказов. Мне сказали, что здесь может больше или меньше человек работать собирать. То есть вот сидит тут один человек, сейчас отошел, несколько свободных мест, может собирать. Вот это вот сейчас собранные. Вот. А вот это, как она собирает. Давайте посмотрим, как собирает. Так, ставили две направляющие в адаптер, резиночку задели, верхний кожушок 1, 2 надели, закрывашки вставили, стукнули и защитную вот эту зеленый кофе обрели. Все готово. Сколько дворников может собирать один сотрудник? Примерно 1000, у нас 1100-1200 за один рабочий день. Вот, то есть собирает, это включается сюда и вечерние смены, которые оплачиваются в 1,5 раза дороже, чем дневные, но на это многие идут. Вот, не знаю, наверное, это так выгоднее, чем нанять больше сотрудников. Я, если честно, не знаю, почему, не вникал в экономическую составляющую, но вот есть. То есть за час примерно один сотрудник собирает что-то там, чуть не доходя сотни дворников. Я имею в виду штучек, не пар, штучек. Вот. Дальше мне показали, тут вот производят какие-то дорогие дворники. Например, вот этот дворник, это дворник, который идет там на Майбах, на Мерседес, на Вольво, на Линкольн и так далее. Можно видеть здесь небольшие отверстия. Из этих отверстий дополнительно идет подача воды, а также в них вставлена функция подогрева. Заинтересовался этим, увидев вот такие вот значит, линейки. Это вот линейки, которые подогревают. То есть вот это подогревающая такая пластиночка. Вот ее туда вставляют, в этот дворник, и он вот так вот выглядит. Наклеивают это все, вот эту пластиночку на металлическую направляющую. Туда подается ток электрический, и все это подогревается и дополнительно воду подает. Ну, круто. Но стоят такие дворники где-то что-то там около уже 15-20 долларов за пару. Что, конечно, намного дороже. Вот, видно, тут у них расположены разнообразные эти детальки разные, которые они сами напроизводили, называются по-разному. То есть это вот от одного вида дворников там задняя стеночка, тут какая-то кнопочка и так далее. Вот, напечатали много, как это называется, инструкций. Вот, я не знаю, кто-то из вас вообще эти инструкции читает или нет. Ну, как бы надо вкладывать что-то ответственное и так далее. Вот эта машинка, которая сейчас не работает, потому что нечего паковать. Вот машинка, которая запаковывает, запаивает. То есть вот было вот такое незапаянное, встает вот такое запаянное. Вот и все. И сейчас у нас тут человек 6 собирает дворники, значит, за этот рабочий день насобирает там примерно 6000 дворников. Ну, если в парах, то тогда будет 3000, да. Тут у нас вот эта женщина просто собирает адаптеры. Вот, в 2 мешках они пришли. Она берет их и стукает. У нее, кстати, вон даже на перчатке какая-то, видите, черная штучка такая. Это твердая штучка, она и стукает. Руки себе не травмировать. Вот, смотрите, вот какие-то маленькие щеточки делаются. Понасобирали. Важно еще смотреть, какие страны указывает компания, фабрика, текст, с которыми нас трудит. Почему это важно и какие выводы из этого полезные можно делать? То есть, если вы смотрите,
что фабрика работает в основном на Европу, Америку. Делаем вывод, что у них хорошего качества, которое там ожидают, соответственно, чуть более высокая цена, или не чуть более, в общем, более высокая цена за счет того, что материалы лучше. Так, я вот спросил, почему все-таки эти резиночки делают в другом месте. Может быть, это отображается масштабом компании, но вот он говорит, что для того, чтобы производить вот эти резинки, их потом еще надо полировать, делать там ровными и так далее, там довольно высокий уровень производства, вот, и дорогие станки, и, казалось бы, вот такую простую штучку не так просто произвести. Поэтому они сделали вывод, что им проще и дешевле заказывать ее у тех, кто непосредственно, целенаправленно только вот эти вот резиночки делают. Вот. А остальное они делают сами. Вот так. То есть, казалось бы, вот такая вот резиночка, а в ней вот только всяких нюансов. О том, какие минималки есть. Помнил я, что китайцы говорили, вот говорят, эту модель у нас 200 тысяч штук заказали. В принципе, если вы заказываете что-то под своим брендом, это зависит минималка от того, сколько минимальной упаковки нужно. Ну, это примерно от пару тысяч штук. Если вы заказываете что-то, которое уже без упаковки, оно готовое, в принципе, у них есть наличие, можно брать даже в небольшом количестве. Единственное, что, наверное, не совсем выгодно в небольшом количестве. В любом случае, можно набрать образцов, посмотреть. И дальше, наверное, все-таки лучше по своим брендам это делать. Коробочки напечатать и пожалуйста. Пока давайте посмотрим. Вот у нас это упаковочная машинка, которая просто спаивает. Вот там на другом этаже я вам не смог его показать, не была она запущена. А тут запущена, пожалуйста, спаивается и готово. Поскольку у данной фабрики, так скажем, производственный цикл не очень сложный, да, вот, и сборочный цикл тоже не очень сложный, то у них довольно большие площади занимают склады. Потому что им надо заготавливать очень много вот этих вот материальчиков, вот всех вещей. Поэтому у них, вот видите, сколько склад занимает место, и всего лишь вот на другом этаже, на другой этаж, только сборочный цех. Производство несложное. Ребята, походу, ну, держат качество, держат, нормально работают, поэтому они вот и занимаются этим. Также, ребят, чтобы видеть больше подобных роликов, потому что я снимаю их очень часто и периодически выпускаю с определенной периодичностью. Вы можете смотреть на этом на канале. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, смотрите больше про посещение фабрик, про производство, про закупки, разнообразные нюансы, и как делюсь своим экспертным опытом в производстве закупок из Китая. Сейчас мы на втором месте этой фабрики. Я, кстати, у них спросил, а почему у вас как бы два места? Как странно немного. Ну, бывает, но странно. Они говорят, потому что у нас 7000 квадратных метров, и как бы не нашли мы место, где мы можем вместить 7000 квадратных метров. Поэтому, в общем, пришлось 3500 там, 3500 тут. Вот тут женщина что-то пакует. Пакует. В принципе, как и на другом месте, здесь у них в основном все что-то сложено, и потихоньку это то, что сложено, собирается. Вот видите, тут больше собираются каркасные дворники, вот, подкручиваются, что-то, видите, подкрутили болтик, дособираются. Внизу сейчас покажу, обработка металла проходит. Кстати, вот такие вот интересные я тут заметил дворники серебристого цвета. Вот. Чем-то сильно данное место не отличается, кроме того, что здесь, как я сказал, металлические такие каркасные производятся дворники. В целом, я вижу, что масштаб фабрики, производства достаточно большое. Но все-таки, если ребята с 2005 года занимаются, то это 19 лет. Вот клепки делаются, видите, вон клепочки-то даются, и там клепаются. В целом можно видеть, смотрите, вот эти все синие ящики, это все вот заготовки, наклепано, наделано под стандартные виды дворников, которые в любом случае пригодятся. И когда вы или кто-то закажет свою партию,
отсюда возьмут подходящее, сделают туда необходимый вид замочка, адаптера, распечатают под вас коробки. Ну, вон, как там вот эти бумажные. И делают, приготовят вашу партию, будут отправлять. Вот так вот это выглядит. Кстати, обратите внимание, был ангар двухэтажный, да, поставили перегородку металлическую, вот, и сделали тут отдельный этаж. Мы тоже как-то делали. Это, кстати, не дешевое занятие ставить эту металлическую, там рассчитывается давление на каждый метр квадратный и так далее. Ну ладно, об этом не будем. Ну вот, в принципе, такие вот у нас вещи с производством дворника. Так, сейчас я прохожу мимо большого количества упаковки. А эта упаковка здесь лежит, потому что люди заказывают определенное количество того или иного товара, в данном случае автомобильных дворников, и у них остается лишняя упаковка. Вот видите, сзади вот это все, по двум сторонам это все лишняя упаковка. Вот. Ну как лишняя. За нее заплатили, но клиент оставляет ее здесь, чтобы в следующий раз использовать. Но обращайте внимание, что на фабриках очень часто за этим могут не прям сильно следить. Влажность много где в Китае большая, потому что многие производственные регионы примыкают к морю, да и в принципе в Китае производство в основном все больше так на юге. Поэтому здесь температура и влажность таковая, что упаковочка за полгода-год приходит в негодность. Поэтому надолго ее здесь лучше не оставлять. Вот. Лучше все-таки заказывать что-то вот в соответствии с упаковкой. Либо просто быть готовым к тому, что, возможно, вам придется упаковку производить еще раз, там, или она испортится, или еще что-то. Ну, это будет уже просто дополнительный расход.